Привет, друзья! Я знаю, что вы соскучились по нашим красивым задачам. Был в Лондоне, проходил мимо Королевского колледжа, куда поступали вот сотни таких рыжих маленьких британцев. У одного, который выходил уже с экзамена, я спросил, а что было по геометрии? Он говорит, страшная задача. Дан прямоугольник был большой, А, Б, С, Д. Диагональка была проведена БД и вписан второй маленький прямоугольник МНЦК с площадью 60. КД равно 5, и нужно было найти расстояние АМ между вершинами этих прямоугольников. Вот ответы на выбор. Решил, спрашиваю, он говорит, решил, за сколько? За 1 минуту 30 секунд. Ну, мы решим быстрее. Как решал? Он что-то сказал, типа, подобие. Ну, все, я с ним попрощался. Поехали, будем решать. Пока без подобия одним пифагорчиком сейчас разделаем эти прямоугольники. Эту картинку под британский флаг, смотрите, продолжим стороны нашего маленького прямоугольника. Это первое. Напомним, что площадь этого 60 сантиметров в квадрате. Вот длина этого отрезка 5 сантиметров обычных. В ответах сантиметра нет. Не писали, чтобы не увеличивать расстояние. Ну что теперь? А теперь понятно, что большая диагональ большого прямоугольника разбивает его на два равных треугольника. Вот этот равен вот этому. Ну, значит, они равны по площади. А теперь внимание. Вот здесь тоже маленький прямоугольник, и здесь маленький прямоугольник. Они разбиваются своими диагоналями пополам. То есть вот эта площадь равна вот этой площади, правильно? А вот эта площадь равна вот этой площади. Теперь внимание. Если от площади вот этого большого прямоугольного треугольника отбросить закрашенные пустой кружочки эти площади, ну, остается 60. А если от такого же треугольника, равного по площади, тоже отбросить закрашенный пустой, тоже должна оставаться площадь равная 60. Значит, это 60, правильно? То есть S2 равно S4. Никто не возражает? Ну, никто, а что-то возражает. Так решать уже нечего тогда. Вот это будет пятерочка, это противоположные стороны прямоугольничка, верно? Верно. Это 12, 12 умножить на 5, как раз 60. Мы нашли длину нашего прямоугольника. Ну, а теперь из прямоугольного треугольничка этого по теореме Пифагора мы и найдем нашу сторону. Назову ее, эту сторону, x, хорошо? Не возражаете? Вот это будет x. Х по теореме Пифагора будет корень квадратный, 5 в квадрате плюс 12 в квадрате. Поверьте на слово, это будет 13. Ну, замечательное, красивое. Где-то, в каких странах, напишите счастливое число. Ответ Г, он есть. Я рад с вами встретиться. Ставьте лайки, если вы тоже рады. Ну и не пропустите нас завтра. До новых встреч. Всего хорошего. Присылайте свои решения. С вами был Валерий Казаков. Пока.